Очищает организм от токсинов и вредных микроорганизмов, улучшает работу печени, защищает клетки организма от повреждений и воспалений, борется с акне, улучшает пищеварение и способствует похудению. Клетчатка, содержащаяся в сельдерее, питает полезные бактерии кишечника. В результате кишечник работает намного лучше, укрепляет иммунную систему организма и помогает ему эффективно бороться с хроническими заболеваниями. За сельдерейным соком стоит Энтони Вильям. Именно благодаря ему Роберт Де Ниро, Брюс Ли, Джокович, Миранда Кер начали пить по утрам этот сок. Вот отрывок из его книги «Сок сельдерея». Почти 3/4 людей на планете борются как минимум с одной хронической болезнью, а у оставшейся четверти они обязательно проявятся, если не изменить отношение к ситуации. А если не вмешаться, то скоро у каждого жителя Земли будет обнаружено какое-либо хроническое заболевание. Сельдерейный сок может стать таким вмешательством, как первый шаг, доступный любому для управления здоровьем. Уникальность именно сельдерейного сока Энтони объясняет кластерными натриевыми солями. Сложные структуры полезного натрия, содержащиеся в напитке, стоят особняком от других. У них другие функции и другое предназначение. Это совершенно иная форма натрия. Он является важным компонентом для работы нейротрансмиттеров. Точнее сказать, это важнейший элемент. Именно он делает сельдерейный сок самым мощным электролитическим напитком на планете, с которым ничто даже сравниться не сможет. Я пила сок сельдерея каждый день в течение декабря 2019 года. Для тех из вас, кто сомневается в Энтони Вильяме как в источнике информации, я прочитала 5 его книг. Да, в них нет научных исследований, но если навскидку предположить, насколько вообще ученым удалось раскрыть темы иммунитета, здоровья, болезней, я бы сказала, в лучшем случае процентов на 20. Взять ту же иммунологию, даже ведущие эксперты мира, такие как Марк Дэвис из университета Стэнфорда, говорят о том, что иммунитет остается гигантской загадкой. Оставшиеся 80% приходится брать откуда-то вне просто отсутствующие науки. И мне очень понравилась информация Энтони Вильяма. Я нашла ответы на многие мои вопросы только у него в книгах. А научно-доказательный подход нашего времени основан на подавлении симптомов без понимания их происхождения. Но такое подавление симптомов не только не избавляет от хронических заболеваний, но и приводит к развитию других заболеваний. Например, статины повышают риск развития диабета, а лекарства от диабета повышают риск болезни сердца на 47%. И 9% снижение глюкозы чревато повышенным на 19% риском преждевременной смерти. Ведущее лекарство от диабета в мире, метформин, является возможным канцерогеном, что приводит нас к следующему пункту медицинской загвоздки 22. Препараты химиотерапии повышают риск вторичного рака. Поэтому да, я за научные разработки и первое бегу и читаю новые исследования на интересующие меня темы. Но поскольку сами врачи в таких развитых странах, как США, представляют собой одну из ведущих причин смертности для обратившихся к ним, то я все-таки при текущем положении дел беру свое здоровье в свои руки. А если я обращусь за поддержкой, то только к тем профессионалам, у кого целостный подход, а не так, что принимаешь таблетку для какого-то там органа или симптома и между делом садишь свою продолжительность жизни, как в случае с искусственным снижением глюкозы при лечении диабета. Хотя это не лечение, а просто какое-то поддержание. Если бы диабет хотели вылечить, то врачи переводили бы пациентов на растительное питание. В Википедии на странице Энтони Вильяма написано о том, что он представляет собой псевдомедицину. Подтекст. Пусть люди лучше научно умирают, чем ненаучно выздоравливают. Медицина нашего времени, на мой взгляд, является самой мощной религией. И священники в ней – это врачи. Человек безоговорочно верит врачу, который назначением ему узкопрофильного лекарства, к примеру, метморфина, садит его продолжительность жизни. Ну а что теперь поделать? Врач сказал, значит надо. Вдруг есть что-то похуже смерти, врач наверняка знает. Еще хуже обстоят дела с прививками, потому что речь здесь не о больных людях, а о сотнях миллионов здоровых детей. Сказать, что прививки безопасны, никто по факту не сможет до тех пор, пока не появится двойное, слепое, плацебо-контролируемое исследование. А пока таких исследований нет, это открытый эксперимент. А я атеистка и не собираюсь ни во что верить, не собираюсь участвовать в медицинском шабаше нашего времени. У меня есть некоторые проблемки, например, уже начиная с первой беременности болел бок справа, и я даже приехала, помню, в больницу, потому что думала, что уже рожаю. Мне дали опий или что-то в этом духе очень сильно, отправили домой, сказали, что такая боль – это нередкое явление во время беременности. Так продолжалось во вторую и в третью беременности. И, в принципе, осталось до сих пор, но не в качестве боли, а просто я чувствую какой-то дискомфорт иногда.
Если честно, когда я начала пить сок сельдерея, то даже не преследовала цель избавиться от этого дискомфорта, поэтому удивилась, когда поняла, что уже несколько дней Бог не дает о себе знать. И сейчас, вот уже несколько недель, больше вроде как этой проблемки нет, хотя уверена, что она еще осталась, поэтому думаю продолжать пить сок полгода или год и следовать другим советам из книги Энтони Вильяма. Это было первое, что произошло благодаря сельдерейному соку. Второе изменение касается больного зуба. Я все откладываю перепломбировку каналов зуба, Wurzelkanalbehandlung. Все думала, какой же метод там мне лучше подойдет. В итоге все-таки сделаю эту перепломбировку в апреле. Зуб болел, знаете, как удар молнии по нерву. И да, это было всего на пару секунд, раз в пару дней, но это была ужасная боль. И после того, как я начала пить сок сельдерея, у меня ни разу не было этой боли. И да, я все равно пойду к зубному делать эту перепломбировку, просто потому что, мне кажется, уже все слишком далеко зашло. Но все равно я была в шоке от того, что эта боль ушла. Я ожидала, конечно, какие-то общие улучшения состояния, лучшую кожу, может быть, но такие конкретные изменения я не ждала. И третье изменение как раз насчет кожи. Нет, она не стала супер гладкой, думаю, до этого сок сельдерея еще не добрался. Есть проблемки посерьезнее, над которыми он работает. Но мне кажется, стало меньше высыпаний. И, возможно, я выдаю желаемое за действительность. Обычно у меня появляются какие-то прыщики в связи с месячными, поэтому врачи, к которым я обращалась, связывали всегда это с гормонами. Энтони Вильям пишет, что это ошибка, и причина на самом деле в стрептококках. Сельдерейный сок разрушает стрептококки в печени или лимфатической системе, укрепляет лимфоциты и одновременно помогает вымыть наружу остатки любых токсичных продуктов, которые могли служить пищей стрептококкам. Это тоже способствует очищению кожи. Если подвести итоги, то, во-первых, да, сок сельдерея действительно работает, и это даже несмотря на то, что я ничего другого в своем питании не меняла и даже продолжала пить кофе. Кстати, с 1 января я бросила в очередной раз пить кофе. Он меня отбивает аппетит, и я думаю, что это плохо. Но не берите это на слово, я могу через час сорваться и купить соевое молоко, и тогда пиши пропало. Да, в общем, я продолжала есть как раньше, но у меня уже достаточно чистое растительное питание, поэтому сок сработал. Если вы едите продукты животного происхождения с их тяжелыми металлами, гормонами, животными трансжирами, то тогда я действительно не вижу смысла в соке. Это так же, как мыть машину на тротуаре, где мимо проезжают грузовики по лужам. Второй вывод. Месяца, мне кажется, мало, поэтому вы еще увидите такого же плана видео только через год после употребления сока. По вкусу я действительно к нему привыкла и даже к объему привыкла. Пару раз было слишком мало сельдерея, выходил 1 стакан вместо 2, и уже, наверное, по привычке хотелось больше. Энтони объясняет этот объем тем, что соку предстоит множество задач в организме, и если выпить мало, этого просто банально не хватит. Спасибо, что досмотрели до конца. В любом случае, советую прочитать любую из книг Энтони Вильяма. Мне кажется, это основа наряду с Майклом Грейгером, Гертом Дэвисом, Борисом Гринблатом и Александром Котаком. И дайте знать внизу, если вы уже пьете celery juice или только планируете начать.